Всем привет! Мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. Я прошел небольшой участок в тюрьме и раздобыл дробовик. Код от сейфа, оказывается, это был написан у него на спине 1752 или какой-то там еще цифра есть. В общем, код от сейфа, вот у него написан 11752, написан у него на робе. Итак, дробовик есть, пистолет есть, пошли дальше проходить. Сейчас отсюда у нас бабайка выскочит. Будем готовы, да? Я тут же получаю щи. Старичок, ты что такой быстрый? Так, я бы убежал от него чуть-чуть подальше. А то мне лечиться нечем. Ну-ка давай, выходи. Готов. Надо быстрее он добить его, но вот, да, он встанет. Оп. Вот так, и еще. И еще. Все. Так, инвентарь. Что у нас осталось? 4 патрона на пистолет и 5 патронов на дробовик. Я понял. Не густо. Кстати, аптечек нету. Ладно. Здесь проход. Нет прохода. Ладно, пошли. По идее, я должен где-то выйти в самом начале уровня. Там не было прохода в начале, было закрыто. Я должен где-то тут рядом выйти. А вот это что за проход? Давай здесь сначала осмотрим. Куда же я все-таки попал? Ну, я здесь... да, я здесь... Вот в самом начале я тут оказался. Но мне надо вообще вон туда, где у нас электричество бьет. Давай попробуем. Я думаю, пару пропущенных ударов, и я труп. Отлично. Да, в самом начале я туда не пошел, я полез через эту балку, которая упала, вот пошел вот туда. Но можно было, если это дело сократить и пройти вот тут. Но, по-моему, тогда часть ты теряешь. Похоже, эта дверь не открывается, открывается откуда-то с другого места. Мне нужно электричество выключить. Так, на меня сейчас нападут. Это я уже видел. Тут надо его перехитрить. И... Как же я делал? Я забегал, по-моему. Я, по-моему, забегал внутрь этой. И он тогда попадает под удар тока. Ладно, посмотрим. Может быть, вперед попробовать пробежать. Вдруг получится. Удар по твари кулаком поможет вам выиграть время. Ну да. На что выиграть время, если у тебя оружия нету? Вот тут завыигрывайся. Можно, в принципе, его вообще просто убить. Но мне интереснее его электричеством треснуть. Попадаем в тайминг. Отлично. Все, его убивает. Но можно, кстати, и в эту камеру попасть. Я успевал и в камеру залезть. Так, здесь мы отключаем электричество. Отлично.
Давай зайдем посмотрим. В этой камере, по-моему, записка какая-то была. Ну, что-то незначительное. Вообще, да? Только один стул. Такое. Ладно, зато я сэкономил кучу патронов. Это уже хорошо. Будем надеяться, что я сейчас еще возьму их. Че это? Шкафчик закрыт? И этот тоже. Какой отстой. Ну-ка, а тут? Тут тоже ничего нет. Ну, дайте хоть что-нибудь-то. Я целое электричество отключил. Давай, вот эту карту мы используем для чего? Так, еще одна комната. Ну, давай смотрим. Мне надо назад, туда, к лифту. Что случилось? Что здесь? Кстати, мне здоровье восстановили. Умирать иногда, походу, полезно. Угу. На полицейский участок кто-то напал. Ну, видимо, тут бунт был. А, и мне показывают прям куда идти. Это кнопка, чтобы лифт открыть. Но подожди, я сначала ее нажимать не буду, чтобы это... Мало ли какая-нибудь катсцена запустится. Не будем торопиться. Инвентарь. Ну-ка. А что если карточку сюда? Тоже нет. Патроны для дробовика. Подожди. Вот такой небольшой ключик. Вот. И еще патроны для дробовика будут. Сколько у меня их теперь? 15 штук. Да давай, пожалуй, мы вооружимся дробовиком. Я пока поэкономлю патроны на пистолет. Дробовик все-таки понадежнее. Что у нас еще тут есть? Оп, записочка. Полиция Бостона нуждается в помощи по поиску человека, подозреваемого в убийстве ребенка. Департамент полиции Бостона выдал оперативку... Я не вижу. Департамент полиции Бостона выдал ориентировку на кого-то там в связи с убийством 8-летнего мальчика. Полиция заинтересована в восстановлении местонахождения и допросе подозреваемого и просит всех сотрудников правоохранительных органов, а также обычных граждан немедленно сообщить в полицию при его обнаружении. Подозреваемый может быть вооружен и опасен. Ну, то есть, тут конкретно говорится про вот этого вот злодея, который вот на меня нападал сзади. Я в такого же стрелял не так давно с пистолета. Я думаю, это про него все-таки речь идет. Для этого тоже нужна карточка опять. Ну, могли бы эту дверь открыть один раз. Чё? Ключ-карта, но не работает. А что делать? В смысле? А почему ключ-карта не работает? Надо кнопку открыть. Точно. Не страшно. Вообще никак. Я еще, кстати, с дробовика ни разу не стрелял. Практически девственник. Ладно, для меня это будет потом уроком. Я думаю, с него попроще будет целиться, чем с пистолета все-таки. Это же дробовик. Так, мы скоро попадем... Говоришь-то? Мы скоро попадем в определенно в альтернативную тюрьму. Опять. Какая удобная ключ-карта, слушай, прям для всего подходит. Так, я сейчас пока туда не полезу. Я хочу здесь осмотреться, чтобы ничего не пропустить, а то потом меня обратно туда не пустят.
Он может перелезть? Так, ну перелезал он автоматически через преграды. Да, мне только вот в ту комнату идти. Это единственный вариант. Надзиратели могут передавать свое оружие через это окно. Так дайте мне оружие. Блин, тут выложить. А, они просят, чтобы я все оружие выложил. Зашибись, я его только, значит, собрал, чтобы я заново его выложил. Это нечестно. Я не хочу его выкладывать. Что такое? Тюрьма... тихо. Тюрьма Оверлук. Тюрьма, откуда нет возврата. Автор Пол Грим. Исправительная тюрьма Оверлук более чем за 50 лет своей работы получила репутацию места, откуда отправляют заключенных, чтобы никогда больше о них не слышать. Но это еще не все. Ходят слухи, что Оверлук десятки лет наводняют призраки. Странные, бестелесные голоса, призрачные видения, жуткие смерти и необъяснимые исчезновения. Список странных происшествий в течение многих лет, зафиксированных как тюремным персоналом, так и заключенными, чрезвычайно велик. Однако другие считают, что это не более чем типичные для этой местности легенды. Нет никаких сомнений, сказал нам надзиратель Стивен Крэвистон. Это чрезвычайно страшное дело. У нас находятся в заключении худшие из худших, многие из них клинически невменяемы. Это лишь вопрос времени, когда безумные истории выйдут за пределы нашей тюрьмы, независимо от того, насколько неправдоподобно ужасающе они бы не звучали. Несмотря на свои сомнения по поводу паранормальных аспектов тюрьмы Оверлук, Крэвистон все же признает, что некоторая часть печальной славы тюрьмы основана не на пустом месте. На протяжении многих лет были многочисленные сообщения о странных смертях в пределах стен тюрьмы, и еще больше о странных исчезновениях. И хотя многие из этих происшествий остаются нераскрытыми, Крэвистон утверждает, что подавляющее большинство исчезновений легко объясняется. «Нашу тюрьму окружают глубокие холодные воды», — сказал он. Так что, думаю, можно с уверенностью утверждать, что некоторые из наших предполагаемых беглецов провели остаток своих дней более-менее в мокрых камерах. Какой дружелюбный дядя. Но если, в принципе, люди безумные содержатся у вас в тюрьме, так а где психиатрия? Почему их как психов не содержат? Они ж типа душевно больные. А, наконец-то мне дали камеру. Ну, спасибо. Так, ладно. Все-таки мне... А, не, подожди. Вот я в этой комнате. Может, будем надеяться, что я прям из нее смогу взять и открыть дверь. Балдеж. Наконец-то. Мне не нужно сдавать оружие, это очень хорошо. Это прям very well просто. Угу. Откуда у нас срабатывает? Вот отсюда срабатывает, да? Ха-ха, и дверь открылась. Да? Нет, надо все-таки на кнопку нажать. Па-па-па-па-па. А, ну вот он, металлоискатель. Ладно, дубль 2. Чисто. Я пошел проверку. Бля, теперь по одному предмету собирай. Главное, выкладывает он все. Собирать надо все. По одному. Да. Перебор. Кстати, такой же расклад у нас был во второй части. Тоже надо было выложить весь инвентарь, чтобы попасть в определенную комнату. Такс. Что мы тут имеем? Подходи по одному. Как прицел мотыляет, а? В ящиках ничего нету.
Куча странных звуков. О! Церберы. Почему не стреляешь? Подожди, почему выстрела нет? Я ничего не понимаю. Он не стреляет. Понятно, другая кнопка. Вот дебил. Ну, стреляй. Так. А ну иди сюда. Если он меня сейчас убьет, то ничего страшного, я лучше переиграю. А то я тут кучу ударов пропустил. Так, у меня там остальные ребята-то не встали. Вот один пытается это сделать. Еще третий должен быть. Так. А где еще один? А можно было вообще, интересно, этой драки избежать просто? Да, конечно, было бы интересней, если бы я поменьше пропустил ударов и поменьше бы потратил патронов. Осталось сколько? 7, 5 и 7. Ну ладно, хоть что-то. Ну, насколько я знаю, последний босс вообще, в принципе, убивается без патронов. Так. Давай заходить по очереди во все камеры. Что мы тут имеем? Трубу. Ну да, против 3 врагов она бы помогла, конечно. Ля, можно было туда вообще бежать. Сейчас я проверю все камеры. Если что, я просто туда ломанусь. Попробую переиграть это место. Экономив патроны, здоровье и кучу всего. Ну и нервы заодно, естественно. Вот, и я просто пробегусь вперед. Миленько. Что это такое? Так, к тому моменту, как ты это прочитаешь, я буду уже мертв. Меня посадили сюда не с пожизненным заключенным. Но к этому все и идет. Дни здесь кажутся вечностью, непрекращающейся. Каждый новый рассвет приносит бесконечную скуку и однообразие. Каждый новый закат, боль и страх. С меня хватит. Я больше не хочу здесь находиться. Однако я нашел способ выбраться отсюда. Скоро я буду мертв, наконец-то свободен. Детка, я иду. Ну понятно, он тут с этим красную выписку себе получил. Че, опять? Тут кто-то крякал. Почему я его не вижу? Он еще тоже скоростное освобождение получил кто-то. Свечка. Кто-то какал и молился. Да, в камерах вообще абсолютно ничего нет полезного. Одна какая-то записка, и то такое. Угу.
ультрафиолетовый фонарь. Ну, наверное, они бы не дали бы мне нормально исследовать тут. Все-таки 3 врага. Ввести код. Угу. Да, придется все равно с ними драться, как ни крути. Эти трое тебя никак не оставят спокойно разглядеть тут все и набрать код. Ладно, зато есть дополнительная аптечка. Все, полечились. Я теперь не хромая нога. Толкать можно. А в какую сторону толкать? Вон туда. Вон еще аптечка. Так, вот эту камеру я видел еще с той стороны. Давай, вот этот код мы сейчас узнаем с помощью ультрафиолета. Что у нас тут? Подожди, а зачем ты выложил-то? Тут очень неспроста дали фонарь ультрафиолетовый. Так, читаем. Детка, сегодня у меня почти нет времени, чтобы писать. Просто хочу, чтобы ты знала, все сработало. К тому времени, как ты прочитаешь это, я буду уже в пути. Наконец-то освобожусь от этой говенной дыры и всех этих ублюдков. Детка, все почти готово, и затем ты и я сможем быть снова вместе, как и мы сегодня... как мы всегда хотели. Почти. С любовью, Р. Так, ну ладно, идем по следам. Блин, я бы его... Эй, фонарь. У меня фонарь в текстуры пропал. Беда. Ну, что за урод его выложил, а? О, все. Я взял его. Как? Каким образом ты, падла, его кинул просто за шкаф? Какая-то... Да какая-то нелепица просто. Все понятно. Ну, без этого фонаря я код не узнаю. Конечно, попробую еще раз подойти. Нет, это бесполезно. Этот корявый урод просто взял и... выкинул его. Так. Ну давай вот сюда тогда. Я не знаю, где меня последний раз сохраняли. Да, это фиаско просто. И главное, положили его как раз рядом со шкафчиками. Интересно, он каждый раз так будет делать, если ты слишком часто выкладываешь фонарь? Как он там оказался за шкафом, это, конечно, что-то с чем-то. Так. Ну, как раз мы переигрываем тот момент, который я хотел. Если бы один был бы вот такой чел, который вместо собаки, было бы удобно с ним драться наедине, просто ближним боем. Прям в башку. И никто меня не убил. Быстрее добивай их. Хотя времени у меня вполне прилично. Так, вот теперь их трое. Теперь можно быть спокойным, потому что никто не встанет, никто не нападет сзади со спины. Отлично. Короче, я бегу, беру записку в самой дальней камере. Читать ее не обязательно, да. И теперь берем
ультра... А, все равно звуки есть. То есть, кого бы ты ни убил, тебя все равно будут пугать. Не страшно. Топаем за фонарем. Время, прежде чем его взять. В шкафах же ничего нет, правильно? Все. Теперь ориентируемся по следам. Я думаю, что это какая-то головоломка все-таки. Просто так мне код не дадут. Что у нас тут? Не, определенно, просто так мне код не дадут. Надо будет что-то сделать. Я пока на кнопке. Ну вот. А можно выключить? Мы шумим. Пока рано шуметь. Что это? Применение программы освобождения из-под стражи. Примечание. Участие в программе освобождения из-под стражи требует соблюдения основных критериев отбора и постоянное выполнение правил участия. В случае любого несоблюдения этих правил нарушителю может быть отказано во вступлении или в дальнейшем участии в программе освобождения из-под стражи. Ну и тут Мёрфи. Это было бы неплохо для тебя. Что ты думаешь, Фрэнк? Ты всегда пытался помочь мне, не так ли, Фрэнк? А вот и код от двери, да, пожалуй. Так, двойка. Цифра 2 есть. Давай нажмем. Здесь какая-то цифра должна показаться на ультрафиолете. Я думаю, да. Подождем. По-моему, нет. Не то. Может быть, я сюда какой-то номер должен повесить. И чё? Может, там что-то с другой стороны вываливается? Так. Возможно. Ну, вот двойка видно четко. Код еще может быть. Вот этот вот. 553766. Возможно. Что у нас здесь происходит? Ничего особенного. Ладно. Как ты? А, ну, наверное, вот он и шумел, да? Так. Я еще кое-что вспомнил. У нас есть пожарный топор, чтобы открыть вот эту комнату. В этой комнате тоже может быть какая-то цифра от кода, возможно, так даже. Правда, не очень хочется расставаться с оружием. Так, а если я вот так сделаю? Все равно, если что, у пистолета немного патронов осталось. Если что, мы с ним расстанемся. Хотя, по идее, мне только достаточно сломать доски. К сожалению, никакое другое оружие это сделать не может, по-моему. Так.
что мы здесь имеем? Что тут шлепает такое? Будто какая-то там жижа вылилась откуда-то, что-то, я не знаю, по звуку. По звуку не очень приятная вещь. Может, на потолке что-то? Нет? Ладно. Я сюда сходил ради аптечки, но дело того стоит определенно. Аптечка тут явно не лишняя. Вот опять этот звук. Ладно, я, короче, за пистолетом, пожалуй. Хотя, может быть, и топор пока. Давай топор, наверное. А какого хрена это все работает? Я же его... Выключай. Выключай, пока лишний раз лучше не шуметь. Так, здесь у нас монтажка, и, в принципе, больше ничего такого полезного не лежит. Да, они на шум забегаются, походу. Как он удачно повернулся спиной ко мне. Это прям хорошо помогло. В общем, у нас вот эти штуки будут включаться периодически, да? И призывать этих уродов. Нужно разобраться. Что такое? Нужно разобраться с последовательностью чисел. И как вообще в целом это все вводить код этот. Так, вот тут что-то такое. Пять. Значит, 2, 5. Подожди, я, пожалуй, запишу. А то мало ли. Так, у нас известны 2 цифры пока что. Где? Где включилась? Бля, этот автомат меня определенно подставляет. Никто не придет? Так, давай теперь здесь посмотрим. 4. Так, еще одна цифра 4. А разве этот автомат не должен выдавать номера? Ясно. Он просто так тут работал. Кажется, к нам гости. Блять, автомат там запустился. Давай, 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 давай. И он остановился. Ну, окей. Ай, пропустил. Я причем прилично пропустил. Где-то нужно найти последнюю цифру. Кстати, а сколько у нас? Сколько значений у нас в циферблате-то вылезает? 4, я думаю.
Ни хрена себе, 5 цифр. 5 цифр, из них известно только 3. Еще. Где брать еще 2? Ладно, будем смотреть, короче, по следам. Так как? Понятно, почему тут было много аптечек. Выслужили приз. Ага. Локдаун. Подожди, а может быть на этой штуке написано? Да нет. Вал чистый. Тоже вроде ничего больше не двигается. Так, здесь у нас... Если что, в принципе, этот момент тоже можно переиграть. Потому что я уже 3 цифры знаю, не потратив вообще ни одной аптечки. Как вариант. Короче, пока запускаем. Тут, по-моему, 4, да? Четверка. Хорошо. Так, из предметов в этой комнате все. Мне больше интересно, почему у нас тут стоит вот этот ящик. Чего запустилось-то? Блин, вы задолбали. Давай, иди сюда. Подходи, что ты. Да. Бери. Я, пожалуй, действительно, я не буду лечиться пока. Пока я просто в размышлениях, что же все-таки надо делать. Вот еще одна цифра. 3. Хорошо. Так, вот здесь я еще на вал не смотрел. Обычно, если цифра есть, то она открывается как-то сразу. Слушай, а ключом его убивать, по-моему, попроще. У меня удары побыстрее, и он не успевает за мной. Да, с этими ребятами, по-моему, ключ и это имба. О, 2. Всего 5 цифр. 5 цифр есть. Теперь надо жестко понять последовательность.
А комбинации у нас тут получается около 1000. Так вот-то есть. Толку. Ну, давай вот по мере нахождения. 2, 5, 4, 3, 2. Блин, еще одна цифра нужна. 6 цифр. Окей, пошли искать еще. Кстати, никто не запрещал вот в этой комнате цифры прятаться еще. Нет. Цифры только там. Так. В принципе, с этой комнаты я все извлек. По цифрам, надеюсь. Давай, дохни, дохни. Такая эпичная сцена. Где-то в этих автоматах или что-то такое должно быть. Должна быть цифра. Еще одна. Последняя осталась. Да вы достали просто. Просто достали. Я их уже пачку тут целую положил просто. Блять, оружие. Кстати, тоже неплохо убивается и монтажкой. Короче, топор такое себе. Был. Короче говоря, нужно идти по следам. В том месте, где у тебя много шагов, там у тебя будет цифра. Я хотя бы понял, что они от меня хотят. Тут 4. Тут 5. Все, шагов-то больше нету. Ваша мать. Как бы и все. И шагов нету. Следов в смысле. Слушай. А что если у нас еще в камере есть следы? Какой-нибудь из... Они что же без света? Проверим. Не, если что, правда, переиграть недолго, и можно очень хорошо сэкономить на этом участке игры. Осталась-то одна цифра. Ерунда. Найдем. Когда-нибудь. Нет, дело не в камерах, короче. Тут ни шагов, ни следов, ни хрена нету. Ладно, пойдем где-то здесь искать тогда выход. Ну, прикинь, если подстава, короче, цифр нужно достаточно не 6, а 5. Но, тем не менее, количество комбинаций, кстати, от этого меньше не становится. И это очень печально. Я бы еще был очень рад, если бы мне врагов не подкидывали каждые 3 минуты. Чем-то это, кстати, на сюжет Пилы похоже, фильма. Задание на время или умираешь.
Ну-ка, подожди. Где-то у нас тут табличка с кодами была. Нет. Ни один из них не подходит. Возможно, типа методом исключения. Да, блядь. Где? Где это говно работает? Странно, и не бежит никто. Подожди. А, это не тележка мигала, это... Возможно, методом исключения на какой-нибудь табличке написан код точный. И типа я знаю 5 цифр, и из них 6-я будет известна на этой табличке. Нет, тут ничего такого не подходит. Увы. Увы. Нет одной цифры. И в целом код, последовательность цифр какая? Если 6 цифр, то комнат у нас 2. Правильно? Даже 3. А вот с какой начинать считать-то комнаты? Какая первая цифра? Двойка и тут, и там. Хорошо. Так я еще раз посмотрю. Никуда не идет. То есть в целом код, короче говоря, начинается и заканчивается на двойку. Но если с учетом того, то что... Кстати, ну-ка. Да ты задолбала. Последовательность шагов. Угу. Короче, первая цифра 2. Шаги начинаются отсюда. Первая цифра 2. Затем идет цифра. Тоже 2. Потом идет цифра 3. Потом идем по направлению. Потом идет у нас цифра 4. Ладно, поработать перестанет. Потом идет цифра 5. Два 345. Но есть ли у нас, существует ли эта цифра в коду, в коде? Такая цифра есть ли? Вот в чем вопрос. Я же не должен ее выдумать, правильно? Короче, я попробую ввести полученный код. Два, 3, 4, 5. Вот уроды, а. Серьезно. Дело в том, что
Циферблат помещается 6 цифр, но ты должен ввести только 5. И шестую цифру ты можешь искать просто до бесконечности, ее просто нет. Жесть какая. Бля, ну это подстава, конечно, еще та. Я деньги собрал. Мне нужно торопиться или так сойдет? Я похожу. Патроны для дробовика. А куда толкать этот ящик? Эх, ну же, думай. А что тут думать? Он все равно он не сломает ничего. Или сломает? Куда-то ящик нужно двигать. А, нет, сломает. А вот сюда надо его двигать. Эту решетку. Угу. По катсцене, походу, вода начала подниматься. И я не успел. Ладно, что ж, переиграем. Да, конечно, с кодом они меня обескуражили немножко. В принципе, этот код можно вообще просто взять и переиграть кусок. Экономить кучу всего. И по... пистолет, кстати. Так, а я там ничего? О, 25 центов я там не взял. А, да хрен с ним, с пистолетом. Если будет очень нужно, то мне его дадут. А ну там 4 патрона всего. Ну. И что-то вылупился. Инвентарь. Монетка? Серьезно? Это монетка откручивается? У него ломик был в руках, алё. И мы попадаем в альтернативный мир, по-моему, потихонечку. А вот это прикольная задумка. Да, ну в альтернативном мире. Поздравляем-с. Буллинг происходит. Это показывается, как типа бунт произошел в тюрьме. Ладно. Мы не ввязываемся в драку, а то и меня тоже скрутят. А как отсюда выйти? А. Я сам отсюда вышел автоматом. Прям уже наготове, а? А можно как-то от них ретироваться по чуть-чуть? Нет, видимо нет. Придется драться со всем и каждым. Но... если ты пропускаешь в грудь, то у тебя очень много здоровья сносит. Следующий, что сказать? Так, вот плохо, что они вдвоем на меня идут. Этим мы надолго, товарищи. Я попробую
попробую, в принципе, пробежать мимо них вообще. Если я пропущу пару записочек, я думаю, никто не обидится. А то что-то с тремя драться. Ну, тут либо с дробаша стрелять по ним, либо драться монтажкой. Обидно, что монтажка, что топор, они все ломаются тут. Так, они начинают нападать, да, потихоньку? Пойти мы можем как? Мимо них. Вот только таким образом, да? Это все? Больше путей нету никаких. Просто хочу сэкономить на всем. Как на здоровье, так и на этом. На оружие. Короче, эти камеры откроются после того, как я их всех убью. Я понял. Какого он мне пендаля мощного отвесил просто. Не, пусть добивает. Пусть добивает, надо с самого начала. Надо с самого начала. Чтобы не получить минимальное количество ударов. Я думаю, может быть, с дробовика с ними разобраться. Ну, врагов становится все больше, а патронов особо не дают. Пройдется он. Задолбал. Так, забивать его не обязательно. Хорошо, следующий. А, ворота определенно мне откроют только после того, как я разделаюсь с ними со всеми. Инвентарь. Или нет? Ай. Ай-яй. Куда ты? Ты на кого полетел? Мартышки сраные. О, по-моему, я двоих сразу зацепил. Вообще ничего не вижу. Так, мне уже лучше. Это прям летит как Джаггернаут на меня просто. Главное, что второй не встал. Понятно. В принципе, если убить сначала маленьких, а потом большого с дробовика, ну, не знаю, как вариант. Хоть какая-то экономия будет. А что если... Ну, с обоих сторон карточку эту попробовать воткнуть? Одна меня током ударила, но вторая-то, может быть, сработает. Давай. Да как? Блядь. Самый большой подошел.
Так, они еще живые. Кажется, я с дуру использовал лишнюю аптечку. А прошлый раз их добивать не надо было. Как это работает? Так, ну давай теперь попробуем. Может быть, действительно мне нужно было дважды применить ключ-карту эту. И можно типа со всеми с ними не драться. Блин. Хоть еще раз переигрывай. И такое. Давай, пожалуй, еще раз. Я должен попробовать. Просто дважды применить карту и все. Они отстанут, наверное. Просто на ближайшие, наверное, минут 20 мне никто не даст, это точно. А врагов будет постоянно подкидывать. Просто сойдется это все к тому, что мне потом будет нечем с ним драться. Да. Ой, что с камерой творится, конечно, просто беда полнейшая. Чел, отвали. Подожди. Я могу протиснуться? Да. Драки можно избежать. Дудки, вы меня не достанете. Все. Ладно, хоть так. Главное, я не потратил патроны на дробовик. И не потратил еще одну лишнюю аптечку. Кстати, вот патроны. Отлично. Ну, в принципе, во всех сериях, наверное, Silent Hill'а из тебя вытаскивали в последней главе, вытаскивали из тебя все патроны, чтобы тебе было тяжелее драться с последним боссом. Я из-за этого на плохую концовку прошел первую часть. Так, государственная тюрьма округа Райл. Фрэнк Колдридж, капитан Хенли. Сэр, как вы знаете, я был тюремным надзирателем в государственной тюрьме округа Райл на протяжении почти 20 лет. За время моего пребывания здесь я был свидетелем сомнительного поведения моих коллег-охранников, но не до такой степени, что я наблюдаю в течение последних 6 месяцев. В частности, я был свидетелем грубых нарушений со стороны надзирателя Джорджа Сьюэлла, который... где остановился-то? Вот, которые заслуживают пристального внимания. Офицер Сьюэлл занимается рядом предосудительных действий, включая незаконный оборот наркотиков, шантаж, принуждение, насилие и жестокость по отношению к заключенным. Как сотрудник охраны с многолетним стажем, я отказываюсь закрывать глаза на его поступки. Прошу принять это письмо в качестве официальной просьбы начать внутреннее расследование в отношении Сьюэлла и любых других надзирателей, которые могут оказывать ему содействие в незаконных действиях. Я готов официально предоставить Следственный комитет свои показания. Ладно, ну ясно, короче. У нас заключенные беспределили.
эти, как его, охранники некоторые беспределили, и один из них взял и начальству все рассказал. Исправительный чего-то там, в тюрьме Оверлук, казнен невиновный человек, проводится внутреннее расследование. Ясно, понятно. Аптечка. Ну, в принципе, вот одну аптечку я потратил, одну аптечку получил. Вот, желательно бы и так и идти. Спокойно. Желательно так вот и идти, как бы, до финала. То есть, что-то потратил, что-то получил сразу же. Иначе будет все печально, и к финальному боссу можно прийти просто пустым. Патроны для дробовика. Отлично. Сколько у меня их уже? 24. Вот это уже ближе к делу. Вот патронов бы 50 найти. Тогда можно было бы уже спокойно расстреливать врагов. Хотя, только до конца еще неизвестно. Ну, в принципе, мы еще в альтернативном мире побегаем в этой же тюрьме. Да, наверное, и хорош. Так. Давай. Угу. Может, его удобнее с дробовика расстреливать? Потому что этот удар, что-то защита, вот это вот выжидать моменты долго. И, возможно, с ним вообще драться не нужно. Возможно. О. Так, сейчас мы еще эконом не пройдем этот момент. Да. А почему не сработало? Так, вот здесь что-то непонятно. Не, пусть добивает. Забава в том, что у меня пропуск не сработал. Я не успел, что ли? Тут еще и второй, и третий подбежали. Ладно. Но один раз применить карточку точно не получается. Получается только на второй. Пробуем, короче. Первый. Отбегаем. Приходит этот. Он наносит 2 мощных удара, 3 даже. Так, все, у нас эти активировались, бабуины. Да. Все, хана. Сейчас я их подальше отведу. Давай, цыпа. Ой, еще и тот встал. Ну это нечестно, кстати, вообще. Я не пролезу? В смысле? Походу это зависит от того,
убил ты одного или нет. Я что-то не понимаю, как эта дверь работает. Почему она сначала открывается на всю катушку, потом открывается на чуть-чуть, а сейчас еще меньше она открылась. Я что, одного походу не добил? Наверное, поэтому. Не знаю. Второго нет. Точнее, первого. Короче. Нужно их лупить, пока дверь не откроется. Да я с ним дрался, ну как? Блять, ну они меня просто... Все. Я просочился. Камера, конечно, творит просто чудеса. Ладно. Могли бы, кстати, сохранение тоже где-нибудь впилить. Это берем. Да. Это берем. Так. Здесь дробовик. Здесь аптечка. И внизу еще патроны для дробовика. Здесь же ничего. Вот тут они. А он без этих приколов может оружие менять? Ну-ка, подожди, через инвентарь его поставим. Нет, он все равно ломик выкидывает. Главное, дробовик за жопу он спрятать может, а ломик нет. Поразительный человек вообще. Давай, падла. Так, ну что, пошли за ломиком, да? Монтажку там заберем. Потом пойдем дальше обходить. Хотя, да и монтажка, по идее, тоже может скоро сломаться. Но я все равно, ладно. Врагов дают по 3 штуки. Патронов дают, ну, по 5 патронов, не больше. На каждого врага, ну, по 3 патрона уходит. Здрасте. Дают оружие ближнего боя, но оно, в принципе, не очень-то эффективно против них. Количества тогда аптечек недостаточно. Короче, математика не совсем-то сходится. Разработчики, как обычно, удивляют. Так, тут прямо место преступления, слушай. Полицейский жетон. Траурный значок. Подожди, а у меня ж такой был. Я, видимо, его потерял когда-то. Улика. Это за улика? Это пакетик. Черные кожаные перчатки, запачканные кровью. Ага. Я должен все предметы, да, собрать? И чё? Ну, посмотрел я на кровь.
Ножик. Заточка. А из чего она сделана? Из зубной щетки? Как дела, Мёрф? Слышал, что ты нас скоро покидаешь. Ты ведь не думал удрать, не расплатившись за мою любезность, правда? Эй, кто здесь? Здесь призрак. Кто-то там фонариком сучит. Пошли подойдем к нему. А, вот кровь пошла. Мне туда, что ли? Мне выходить надо? Или достаточно здесь побегать, чтобы этот призрак появился? А у меня будет дрючить, как в «Очень страшное кино 2»? Ну, пожалуйста. Ладно, выходим. Не, ну сейчас мы точно должны в альтернативный мир попасть. Я прям чую это. Да и по времени, да, пора бы уже. А? Мистер и миссис Разрушения. Опять бегать? Ваша мать. Тебе не убежать из себя, Мёрфи. Ясно. Короче, сначала направо бежим. Тут без разницы. Еще раз направо. Меня догоняет. Так, ну, походу я неверно побежал. Давай быстрее. Вот, что-то изменилось. И... блок Б. Допустим. По стрелочкам пока. И... Ой-ой-ой-ой. Вот ни секунды нельзя остановиться. Вообще. Пошли вперед. Вообще без понятия, куда бежать. По мне так тут одинаковое. Ой. Да, я по ходу по кругу бегаю. Тихо, 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 тихо. Тихо. Давай, 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 давай. Шевели булками. А, вот сюда хочу. Ой, Вот я думаю, мне нужно в ту сторону, откуда здоровяк выбежал. Во. А ладно, что я с первого раза это все прошел. Ну и дела. Ой, клаустрофобом как неприятно будет. Давай. Что ты вылезаешь? Погнали. Давай. 2 тут, 2. Нет, 1 тут. Так, тут сколько раз? Раз, 2. И все. Раз, 2, 3, 4. Короче, ваншот. Чего она так много раз бьет? Ну ладно, в принципе, я зато сейчас воскресно, скажем так, из пепла восстану. Почти с полным здоровьем, надеюсь, так. Мне придется аптечку тратить. Так, тут придется подождать. Раз, 2. Пошли. Потом 1 раз, да? 1.
придется ждать. Я в тайминг чуть-чуть не успел. 1. Все, пошли. Потом тут будет 2 раза. И я успел, смотри-ка. Вот тут сколько раз, не помню. 1, 2, 3, 4, 5. Все, можно идти. Короче, последняя бьет 5 раз. А, нет, это не последняя. Вот это последняя. Ну и чё? Кажется, она вообще не бьет. Да. Подстава. Жесть, конечно, но погнали, я не знаю где. Я хоть на полу нахожусь или на потолке. О, лифт. Мы сейчас будем драться с врагами, пока едем на лифте. Такая типичная ситуация, кстати. Часто такое встречается. Но единственное, как я могу хорошо время выиграть, это, наверное, драться ближним боем. Не, точно сюда? Ой. Я уже забыл, сколько там? 4 раза, да? Плохо, когда они в кооперативе начинают работать. Так. Я думаю, пошли они в жопу. Вот что. Обязательно, да, убить надо. Вот это печально, то, что их двое. Раз. Когда их двое, никуда опаснее. Потому что одна глушит, вторая бьет. И в целом тут боевка такое себе. А мне даже и не сюда нужно было вообще. Да. Я сейчас должен буду отведать просто весь спектр врагов, которые мне игра предоставила. Ну, благо тут их немного. Следующий. Кто? Опять. Так, бьем исключительно. Блин, рано открылся. Все, хана. Нечем драться. В смысле? Ты чё, падла? На ней что, дробовик не действует? Я не понял. Какого художника вообще я не понимаю. Что это такое? Швабра? Спасибо. Она ходит в разные стороны, и я не могу с дробовика в упор в нее попасть. Вы серьезно вообще? Такая дичь просто. Это такая убогая боевка тут. Классика. Я должен, естественно, все пути посмотреть.
Так, о. А сколько мне штук дали? Не больше 5 патронов. Это по-любому, не больше 5. Но у меня аптечки подходят к концу. О. За это спасибо. Я должен тут что-то найти? Или нет? Поехали дальше. Все равно попробуем дальше продолжать ближним боем бодаться с ними. Ничего. Раз, два, три, 4. Да я не могу защищаться нормально, потому что меня оглушили. О, двоим прилетело. Он не бьет ближнего врага. Он бьет того, на кого смотрит. И отсюда очень сложно все это дело работает. Еще третья есть. Или это та встала? Нет, еще просто двоих мне притащили. Ну вот, он смотрит на мужика и сзади баба. Я что, палку сломал? Я ничего не вижу. Что происходит? Где он вообще? Я убил. Он меня убил. Он на кого врага, на которого смотрит, с ним и начинает драться. Ему не важно, там, в 2 метрах он стоит или нет. То, что враг еще ближе, второй будет, это его не интересует. Он может его бить, делать с ним все, что угодно. О, далековато. Понятно. Короче, будем проходить сначала лифта. Окей. Ладно, на этом мы будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.